Всех приветствую на канале Вязание с Ольгой Девинец. В данном видеоуроке мы с вами будем вязать сумочку кроссбоди. Для работы нам понадобится это полиэфирный шнур. У меня это 4 миллиметра. Вот такой плоский шнурок. Так, крючок, ножницы, зажигалка, 2 кольца, 2 магнитные пришивные кнопочки. Вот такая вот цепь. Использовать можно и другую цепочку, либо ремень, кожаный комби-ремень, кому что больше нравится. Итак, приступаем к работе. Крючок я буду использовать 4,5. Напомню еще раз, что шнур у меня 4 миллиметра. Так, изначально будем вязать клапан нашей сумочки кроссбоди. Будем вязать его определенным узором. Сейчас покажу, как он вяжется. Так, делаем узелочек. Вот, сделали узелок. Набираем 21 воздушную петлю. Набрали 21 воздушную петлю. Теперь петелька подъема. И просто провязываем первый ряд. Смотрите, как мы его провязываем. За вот эту полупетельку мы его провязываем просто столбиками без накида. Вяжем до конца ряда. У нас должно получиться 21 столбик без накида. Провязали первый ряд, 21 столбик без накида. Делаем петельку подъема, разворачиваем наше вязание. Теперь очень внимательно смотрим. Сейчас покажу, как вяжется наш узор. Основной узор уже начинаем вязать со второго ряда. Так, ныряем вот сюда. Столбик без накида. Потом, смотрите, под этой нашей косичкой вот сюда в основании нашего первого ряда опять же нырнули, вытянули петельку до уровня вот этой петли. Смотрите, вот так оно должно быть. Вот, и провязываем ее. Следующую косичку, которая у нас идет по ходу вязания, мы ее пропускаем, то есть чередуем, через одну косичку вяжем. Так, провязываем вот эту, которая у нас идет дальше. Одну пропустили, не забываем, провязали столбик без накида и опять в основании вытянули, вот так вот провязали. Следующую пропустили, снова столбик без накида, ныряем в основание, вытягиваем петельку на уровне вот этой нашей петли, провязываем. Так, этот ряд довяжу до конца, покажу, что мы там в конце ряда, как мы разворачиваемся на новый ряд. Так, не забываем, пропустили столбик без накида и в основании именно под этой петелькой вытянули красиво. Очень красиво получается, потому что плоский шнур. Но я думаю, даже если шнур у вас будет круглый, оно будет ничем не хуже. Одну пропустили, столбик без накида в основании. Петельки стараемся вот эти вот красиво формировать, выпрямлять.
Так, теперь смотрите, в конце у нас остается вот эта наша петелька, которую мы должны пропустить, и вот эта, которую должны провязывать. Но так как вот эти галочки у нас идут в сторону, соответственно, ну вот так вот в эту сторону мы ее провязывать не будем. Последнюю петельку мы просто делаем столбик без накида. Это только в конце мы так делаем. Видите, вот эти петельки наискосок, мы сюда ее никак не сделаем. Сделали последнюю эту петельку, воздушная петля, развернули вязание. И с обратной стороны тоже смотрите, как мы провязываем. Развернули вязание, и в начале следующего ряда, вот это была воздушная петля, и мы с самого начала начинаем вязать, пропустив вот эту нашу воздушную петельку. Так, столбик без накида и в основании вот так вот вытянули эту петельку, красиво ее расправили. Не забываем, следующую пропускаем через одну, так же как и там мы вязали. То есть столбик без накида. И вот сюда в основании. Смотрите, как с обратной стороны оно выглядит. Вот так вот. Провязали. Так, еще показываю. Столбик без накида. И сюда в основании ныряем. Вот. Видите, как с обратной стороны? То есть мы вот эти галочки никоим образом не затрагиваем. Смотрим, чтобы узор красиво и с той стороны формировался. Вот какой получается узор с этой стороны. Он такой же получится и с другой стороны. Там галочки эти расправить. Вот так вот. Ряд мы заканчиваем точно так же. То есть там у нас будет 2 столбика без накида, один, который мы пропускаем, а в последний мы провязываем только 1 столбик без накида. Вниз не опускаемся делать галочку. Дойду до конца, сейчас еще раз покажу. Таким узором у нас будет связан только клапан нашей сумочки кроссбоди. Основная вязка будет просто столбиками без накида. Вот, смотрите, дошли до конца ряда. Остается 2 косички. Одну, которую мы по правилу этого узора пропускаем, а в эту мы провязываем только столбик без накида. Воздушная петля. Разворачиваем наше вязание. И сюда в первую сразу же провязываем. Вот, то есть вот это наша воздушная петелька, а в первую мы провязываем сразу столбик без накида и в основании ныряем, вяжем уже наш узор, вот эту вытянутую петельку. Вот так вяжется этот узор. Вяжем необходимую нам высоту. Я когда свяжу, я скажу, сколько я связала рядов. Мы померяем, сколько это у нас сантиметров в ширину и высоту. Вяжем самостоятельно. Так, смотрите, я связала свой ажурный клапан. Вот такой получается узор. Связала я 17 рядов, считая тот первый ряд, который мы вязали просто столбики без накида. В ширину у меня получается этот клапан 19,5 сантиметров, в длину 15 сантиметров.
Теперь далее продолжим вязать основное полотно, то есть ниточку ничего мы не обрываем, просто будем вязать столбиками без накида. Провязали наш узор, делаем воздушную петлю, разворачиваем наше вязание и начинаем просто вязать вот за полную косичку, просто вяжем столбики без накида. Тем же крючком я вяжу 4,5. Никаких прибавок, ничего не делаем. У нас должно получиться здесь 21 столбик без накида. Вяжем до конца ряда. Делаем воздушную петельку и переходим на следующий ряд. То есть здесь ничего не прибавляем, не меняем. Как обычно мы вяжем вот этот узор, просто столбики без накида. Провязали 21 столбик, воздушная петля, развернули вязание, переходим на следующий ряд. Все, то есть здесь также ничего мы не удваиваем, вяжем 21 столбик без накида. Итак, в длину свяжем необходимую высоту нашего изделия. Я потом расскажу, сколько рядов это будет у меня, сколько это будет в сантиметрах. Продолжаем вязать самостоятельно. Так, связала я необходимое мне полотно. Ширину, смотрите, оно получилось 19 сантиметров, как и вот этот вот клапан. В длину все полотно, померяю, да, оно получается 40 сантиметров. Вот, 40 сантиметров все полотно. Вот это полотно, которое без клапана, 25,5 сантиметров. Или у меня получилось ровно 30 рядов. Вот это вот полотно, которое без клапана. Так, на этом мы наш шнур не обрезаем, а будем делать обвязку. Довязали до конца вот этот 30 ряд столбиками без накида, делаем воздушную петельку и переходим сразу делать обвязку. Смотрите, первую петельку вот сюда, чтобы у нас было красивое закругление, а далее идем как бы обвязывая каждый ряд. Вот видно, где у нас вот ряд, сюда, то есть вот во все вот эти вот дырочки. У нас должно будет быть столько столбиков без накида, сколько у нас вот этих рядов, то есть 30. Вяжем просто столбики без накида. Итак, идем провязывая вот это основное полотно, а потом покажу, как мы будем обвязывать клапан. Сделали обвязку основного полотна. Теперь смотрите, как будем обвязывать клапан. Здесь тоже очень хорошо видны каждые ряды. Вот, вот где вот эти вот перемычки, это один ряд. Вот здесь второй, третий, четвертый. То есть тоже ровненько идем столбиками без накида. Продолжаем делать нашу обвязку. Вот как получается. То есть внутри ровно цельно идет узор.
Так, доходим до угла клапана, покажу, как вязать на углу. Так, дошли до уголочка клапана, смотрите, вот здесь провязали, вот у нас угол. Здесь делаем воздушную петельку и переходим сразу на другую сторону. Вот таким образом. А здесь уже видно, как, то есть просто провязываем за каждую петельку. Это было начало нашего вязания, то есть это были воздушные петли. Вот так вот по периметру идем. Вот такой получается красивый уголок. То же самое проделываем и с другой стороны. Провязали здесь по периметру, на уголочке сделали воздушную петлю и пошли вязать по этой стороне. Так, доходим до этого угла, покажу, что будем делать дальше. Так, смотрите, довязываем до конца вот этот вот ряд. Сейчас сделаем искусственную петельку, обрываем ниточку. Вот, то есть вот эту сторону мы не трогаем. Еще раз покажу, что мы обвязали. Мы обвязали полностью вот эту сторону, обвязали клапан и в обратную сторону вот сюда. То есть вот эту сторону мы не трогаем. Обрываем наш шнур. Вот так вот. Вот как раз мы провязали вот наш уголочек, да. Теперь с вами сделаем искусственную петельку. Смотрите, как. Вот сюда вот вводим крючок, вытягиваем шнур, делаем петельку. И вот так вот с этой стороны протянули. Все. Это вместо воздушной петли, которую мы делали на уголках. Хвостик потом спрячем. Теперь берем шнур и будем вязать боковинки. Итак, для боковинок делаем узелочек. Хвостик здесь оставлять не надо. Так, и набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и петелька подъема. Развернули вязание, вот за эти перемычки вяжем. Первую пропускаем, так как это была петля подъема, и провязываем остальные 6. Просто столбиками без накида. 2, 3, 4, 5, 6. Петля подъема, развернули вязание. Вот таким образом будем вязать 12 рядов. То есть вот это был у нас первый ряд, ничего не прибавляя, не убавляя. То есть в каждом ряду у нас должно быть 6 столбиков без накида. Это будут наши боковинки. Шнур не обрезаем, так как боковинки мы тоже будем обвязывать. Все, продолжаем вязать самостоятельно. Вот у меня уже 2 рядочка. Так, смотрите, связала я одну боковинку. Так, сейчас скажу по размерам. В длину получается 11 сантиметров, в ширину 5, ну да, 5,5-6 сантиметров. Так, боковинки мы будем тоже обвязывать. Смотрите, как мы их обвязываем. Опять же, на уголочке делаем воздушную петлю. И сюда вот сразу же у нас идет первая петелька, где вот эти вот перемычки такие. И теперь там, где каждый рядочек, просто делаем столбик без накида. Сильно не затягивайте вот эти петельки, чтобы не было больших дырочек. Вот, опять рядочек. Здесь, где эти перемычки. Следующий. Итак, вяжем до поворота. Сейчас покажу, как на поворотах. На уголочках мы тоже будем делать воздушную петельку.
Так, и вот сюда еще. Так, воздушная петля. И идем теперь за вот эти косички. Косички у нас-то хорошо видны. Их будет 6. Вот сюда. Хвостик теперь вот этот можно будет вязать. Так, воздушная петля. И опять вот сразу же туда, где вот эти перемычки. Это на уголочках. Мы так, вот видите, сильно не затягиваем. Вот так вот. И провязываем опять же столбики без накида. Как бы где, ну, в каждом ряду, можно сказать. Все, обвязываем до конца, хвостики не обрываем. Вот довязываем до конца эту боковинку. Смотрите, вот эту часть мы обвязывать не будем, да? Мы только вот раз, два, три стороны. Здесь по логике должна быть воздушная петелька, но так как мы не обрываем ниточку, пойдем вязать дальше, мы просто здесь провяжем столбик без накида. Вот столбик без накида, и потом берем основное наше полотно. Так, вот это наше лицо. Это лицевая сторона. Вот здесь мы по лицевой стороне вязали наши столбики без накида. Так, так как у нас основное это полотно, мы вязали 30 рядов, да, и обвязка также была каждого ряда, то есть каждый ряд мы по сути обвязали, вот каждый ряд это у нас один столбик без накида. Здесь боковинки тоже специально связаны под это полотно, то есть у нас 12 рядов и 6 в ширину, а не 6 столбиков без накида. Но на уголочках для красивого скругления я делала еще по одной воздушной петле. Поэтому именно когда будем ввязывать уголочки, я покажу, как я это буду делать. Так, вот лицевая сторона. Лицо прикладываем к лицу, шнур внизу, начинаем вот именно вот с этой воздушной петельки, которая на углу. Берем одну полупетлю отсюда, вторую полупетлю с боковинки и просто соединительной косичкой провязываем. Не провязываем столбики, а просто соединительная косичка. Одна полупетля здесь, одна здесь. Вот это у нас лицо, вот это лицо и вот это лицо. Сейчас дойду до уголочков, покажу, как я буду провязывать именно уголочки. Боковинки очень красиво сюда ложатся. Посмотрите, как они будут выглядеть. И как бы и соединение. Вот, смотрите, какое красивое. Так. Ой, сначала вот это, потом вот это. Так, доходим до уголков. Смотрите, здесь берем одну петельку, а здесь, где уголочек, одну и вторую сразу захватываем. То есть как бы именно на уголках так делаем. Так, переходим на эту сторону.
со вторым уголком проделываем то же самое. Вот, дошли до уголочка. Здесь берем одну полупетлю. Здесь на углу вот эти две. Ой, вот так. Так, переходим на эту часть. Так вот. И вот эту воздушную петельку, которая была в начале самого вязания, мы тоже провязываем. Вот так вот. Все. Эту боковинку мы ввязали. Смотрите, как получается. То есть при складывании вот она как бы красиво ложится вот туда. То есть потом, когда мы будем сюда присоединять кольца, ну, смотрите, какая красота. И вот эта вот окантовочка такая получается снаружи. Так, здесь мы хвостик обрываем. Вяжем, мы его сейчас прячем. Вяжем вторую боковинку. Покажу, как начнем ввязывать именно вторую боковинку. Так, готова у нас вторая боковинка. Смотрите, ее мы будем вязать уже вот отсюда, то есть со стороны клапана. Смотрим, где мы закончили ввязывать нашу боковинку, то есть ровненько напротив. Вот у меня здесь маркер. Вот отсюда и начинаем соединять эти две детальки. Связали мы ее точно так же, как и первую боковинку. Так, шнур у нас внутри. И таким же способом, то есть одну полупетлю отсюда, вторую с боковинки. Точно так же на уголочках проделываем то же самое. Самостоятельно соединяем две детали, потом шнур не обрываем, будем делать обвязку. Будем делать обвязку вот этих боковинок и самого клапана. Так, смотрите, присоединили вот эту вторую боковинку. Точно так же аккуратно она сюда легла. Вот, смотрите, вот две наши детали. Шнур не обрываем. Делаем воздушную петлю. И вот таким вот образом соединительной косичкой обвязываем нашу сумочку. Дабы здесь у нас был плотный край, ну, для удобства. Сейчас покажу, как на уголках мы обвязываем. Так, обвязали. Клапан будем немножко по-другому вязать. Так, смотрите, тут были места соединения, да? Вот проходимся вот так, то есть чтобы эта косичка тоже свободно, легко легла. Здесь вытягиваем немножко петельку и вот так вот делаем уголочек. Все, а дальше у нас тоже идет такой край, который легко обвязывать. Это на самой сумочке. Сейчас покажу, как будем обвязывать сам клапан.
Вот это на сумочке. Так, теперь вот сюда еще делаем одну петлю. Вот, видите, как эта петелька? Все, теперь переходим на клапан. А на клапане мы вот такую косичку будем прокладывать. То есть саму сумочку мы вот так вязали, да, соединительной косичкой, а на клапане только вот так вот в заднюю полупетлю идет соединительная косичка. Вот это по всему клапану вот так вот за каждую петельку провязываем, и останется нам еще вот этот кусочек обвязать. Так, смотрите, клапан практически обвязали, нам еще остается вот этот кусочек провязать. Вот так вот еще довязываем клапан, вот сюда петелька, и тогда только переходим на боковинку. Обвязываем еще вот этот бортик. Так, все. Сейчас обрезаем хвостик. И делаем искусственную петельку. Вот так вот заводим ее сюда. Искусственную косичку делаем. Так, и вот здесь выводим наш хвостик. Вот так, хвостик длинный, его в глубину хорошо прячем, потому что вот эта петелька, она должна быть плотненькой, она все-таки на углу. Так, теперь нам остается пришить наши, у меня пришивные магнитные кнопочки. Вот так мы их пришьем. Все, и одеваем дальше нашу фурнитуру. Это колечки, цепочка. И в итоге покажу, как моя сумочка будет выглядеть. Так, кнопочки я пришила. Смотрите, как смотрится внутри. Кольца тоже присоединила. Кольца присоединила вот так. Мне нравится, когда вот как бы боковинки внутри в ямочке. Хотя можно их и по-другому присоединить. И вот свою такую красивую цепочку. Вот такая у меня получилась сумочка. Сумочка кроссбоди. Смотрите, какой красивый узор клапана. Вот как она выглядит. Такая малышечка, компактная. И мне кажется, ей очень к синему очень красиво вот этот белый цвет. Если вам полезно было мое видео, вам понравился мой мастер-класс, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!